Когда зима воцарилась на высоте гор Великобритании, мрак покрыл землю прозрачной коркой льда. В такие дни ветер не просто свистел, он пронизывал до костей, оставляя людей и животных дрожащих от холода. Для многих этот период означал приближенные праздники в кругу семьи и друзей, тепло домом и предвкушение праздничных угощений. Но для бездомных животных зима превращалась в настоящую битву за выживание, и многие из них оказались брошенными в холоде, одинокими и истощенными. Холода не щадили никого, и собаки, оказавшиеся на улице, стали жертвами жестоких зимних условий, где их единственной надеждой оставалась доброта случайных прохожих. Снуп, 4-летний стаффордширский терьер, был когда-то любимцем своего хозяина, который заботился о нем и дарил ему ласку. Он был радостным и игривым, в его глазах светилась искорка, отражавшая неподдельную преданность и доверие. Но в один холодный вечер его жизнь перевернулась, когда его прежний владелец, человек с мрачным характером и опустошенными мечтами, решил, что больше не может заботиться о Снупе. Сумев излить на него всю свою злость, он бросил пса у дороги, оставив его на произвол судьбы. Почему? Поражение в жизни обернулось жестокостью, на которую не могли ответить ни животные, ни окружающие. Безответная любовь и надежность, которые он дарил своему хозяину, была грубо отброшена, и Снуп оказался совершенно один в холодном мире. На дворе стоял декабрь, когда водитель по имени Джеймс, добродушный человек средних лет, ехал по извивающейся дороге, укрытой слоем снега. Он работал в местной библиотеке, и его знали как отзывчивого и готового помочь всем, кто нуждался в помощи. Будучи человеком с добрым сердцем, он всегда искал способы улучшить жизнь тех, кто вокруг него. В это утро, взглянув в боковое зеркало, Джеймс заметил что-то на обочине. Серую массу, почти замерзшую в снегу. Он замедлил движение, напрягая глаза, чтобы рассмотреть, что это могло быть, и с ужасом осознал, что это оказалась собака, брошенная на произвол судьбы в этот холодный день. Его сердце наполнилось страхом, но одновременно и решимостью помочь бедному существу. Собака лежала на своей постельке, единственном утешении в этом холодном мире. Она выглядела истощенной, ее дыхание было частым и тревожным, а шерсть взъерошенной от холода и страха. Джеймс быстро вышел из машины. Его сердце сжалось от подрастающего страха, когда он представил, как долго этот пес мог оставаться на морозе. Подойдя ближе, он увидел, что это стаффордширский терьер. Такая порода имеет репутацию удаленных и верных, и он не заслуживал такого обращения. Пса окружал белоснежный снег, а его единственная надежда на спасение лежала в близости Джеймса. Он почувствовал, что должен сделать все возможное, чтобы помочь этому существу, которое оказалось в столь ужасной ситуации. «Эй, дружище, что с тобой?» — произнес он, стараясь вызвать доверие у собаки, следуя за своим сердцем и инстинктами. Снуп, поворачивая голову, взглянул на мужчину своими большими, полными страха глазами, которые могли бы растопить даже самое ледяное сердце. Он не понимал, что происходит, и почему его оставили, и это вызывало в нем панику. Джеймс чувствовал себя беспомощным, понимая, что не может оставить собаку в этой бесчеловечной ситуации. Он наклонился, чтобы прикоснуться к нему, и, увидев, как сильно псу нужна помощь, ощутил, что терять ни минуты нельзя. Пес послушно, с крошечной надеждой подошел ближе, как будто понимал, что это единственный шанс на спасение. Не раздумывая, Джеймс схватил собаку и положил ее в свою машину. Он понимал, что, возможно, потерял не только верного друга, но и саму суть того, что значит быть добрым. Это была последняя возможность сделать что-то хорошее сегодня, и он не собирался ее упускать. Быстрым движением он поехал к ближайшему ветеринару. Надежда в его сердце продолжала гореть, несмотря на всю тяжесть ситуации.
Он надеялся, что ветеринар проверит состояние Снупа и, возможно, сможет сказать, кто его хозяин. Но больше всего Джеймс мечтал, что песик вернется домой. Он знал, что эта собака заслуживает лучшего, и он готов сделать все возможное, чтобы привести ее к безопасности и теплу. После долгих минут ожидания в клинике ветеринар наконец осмотрел Снупа. Его сердце колотилось от волнения, когда он сидел и ждал вердикта. Его мысли тревожились о том, как мог кто-то бросить такого замечательного пса. Снуп был полон жизни, даже несмотря на явные признаки пережитых страданий и оставленности. В этот момент шумный ветер, находившийся за окном, стал фоном для его размышлений о жестокости, проявленной человечеством, и обретении надежды. Ветеринарский врач, оказавшийся опытным профессионалом, сделал несколько снимков и начал рассматривать записки. Особый случай, который требовал значительного внимания и осторожности. Наконец, ветеринар вернулся с заключением. У него немного плохое состояние. Он истощен, голоден, и после такого стресса ему потребуется время, чтобы восстановиться. Но, надеюсь, он быстро справится с этим, произнес врач, и Джеймс, выдохнув с облегчением, улыбается, чувствуя, что, возможно, все еще не потеряно. Он надеялся на лучшее и готов был делать все, чтобы этот песик смог снова обрести счастье. Но это еще не все. Во время осмотра они решили посмотреть видеозаписи с камер наблюдения, установленных рядом, надеясь, что это поможет раскрыть тайну его оставления. На видео они увидели шокирующую сцену. Человек, который оставил Снупа, просто вытащил его из машины, швырнул лежанку на обочину и, не оборачиваясь, уехал, как будто не замечая страдания, которое он причинял. Снуп, не понимая, что происходит, принялся бежать следом, пытаясь догнать, и в отчаянии царапал окно, но быстро понял, что не успеет догнать своего хозяина. Разочарование и предательство заполнили его глаза, оставив лишь горечь и одиночество. «Как можно так поступить с животным?» – прошептал Джеймс. Его сердце разрывалось от увиденного и осознания, что в мире есть такие люди. Он чувствовал, как к ненависти добавляется жизнь. Чей-то поступок оставил его в глубоком недоумении и потрясении. Несправедливость, которую пришлось увидеть, не исчезала из его памяти, и осознание того, что этот пес не заслуживал такого обращения, укрепляло его решимость сделать все возможное для его спасения. Он обещал себе, что не оставит Снупа в одиночестве и сделает все, чтобы вернуть ему радость и счастье. После визита к ветеринару Снупа перевезли в приют, где его окружили теплом и заботой. Там ему дали новое имя — Снуп, пса, который теперь должен был учиться заново доверять людям. Сначала он выглядел напрягающимся, опасаясь вновь испытать боль предательства. Но благодаря заботе и теплу сотрудников ему удалось постепенно открыться. Они делали все возможное, чтобы заставить его чувствовать себя в безопасности и без страха. С каждым новым днем, проведенным в приюте, Снуп начал осваиваться и раскрывать свою истинную личность. Его характер стал проявляться во всей красе, напоминая всем о том, что даже в самых тяжелых обстоятельствах можно обрести надежду. Персонал приюта был поражен тем, как быстро Снуп адаптировался и покорил сердца всех вокруг своим обаянием и добротой. Каждое утро его ждали с нетерпением, и каждый визит к нему приносил радость не только ему, но и тем, кто о нем заботился. Его игривость и дружелюбие помогли создать атмосферу уюта и веселья в приюте. И вскоре Снуп стал не просто собакой, а настоящим символом надежды. Скоро в социальных сетях появилась трогательная история Снупа. Смешанное с горечью и вдохновением сообщение быстро разошлось среди подписчиков, и его не единожды перепостили. История одного брошенного пса, потерявшего своего хозяина, смогла затронуть души многих, и вскоре нашлось несколько желающих подарить ему новую жизнь и дом, полный любви и заботы. Пока шло следствие, работники приюта начали к доброму будущему. Они активно искали новый дом для Снупа.
Каждый день он становился все более популярным и желанным другом. Его имя появлялось в разговорах, его фотографиями делились в шутках и увлечениях, совершенно необъяснимых до этого. Соседние владельцы собак восхищались его характером и смелостью, и вскоре началась настоящая борьба за право усыновить его. Снуп на протяжении всех дней содержания в приюте понимал, что его жизнь может измениться, и каждый новый визит кандидатов был светом в его жизни, который напоминал о том, что есть шанс быть счастливым. Пользуясь волшебством мечты, его ждал праздник, и, несмотря на долгие ожидания, в его сердце все еще горел огонек надежды. Тем временем полиция начала расследование, которое должно было раскрыть жестокую правду о том, почему Снуп оказался на обочине дороги. Операция, как и следствие, затянулась на несколько недель. Менялись ее этапы, и каждый новый поворот обнажал очередные сцены отчаяния и боли. Владелец Снупа был известен как Джейк, житель небольшого городка, который давно стал объектом репутации в обществе. Информация о нем была противоречивой. С одной стороны, соседи говорили о нем как о человеке, необщительном, но заботливом, способном на добрые поступки. С другой, вспоминали отголоски жесткости и неразговорчивости, которые говорили о том, что его душа могла носить в себе мрак. Следствие открыло множество вопросов, которые ждали своих ответов. Почему он бросил собаку? Каковы были обстоятельства? Джеймс чувствовал себя беспомощным, но все еще надеялся. Снуп, добрый и преданный, мог стать символом чего-то важного и нового, и никто не мог предсказать, как сложится его судьба. С каждым учебным днем Снуп становился все более адаптированным к окружающему миру. Он легко управлялся с простыми командами, играл с другими собаками и успел завести новую дружбу с другими песиками в питомнике. Его окрасился своими напарниками, и каждый новый день становился новым шансом для него показать свои достоинства. Сплошной ободрением и светом он был не просто питомцем, а настоящим другом. Его счастье было заразительным, и все работники приюта стали частичкой его новой жизни, его светлых дней и беззаботного настроения. Каждый приход Джеймса в приют стал для него важным моментом, так как они могли вместе делиться счастливыми моментами и добрыми новостями. Когда Джеймс пришел в приют навещать Снупа, тот только и ждал своего хозяина. Каждый раз его глаза блестели радостью при виде своего спасителя, и он не мог сдержать своего восхищения и любви. Джеймс не мог не замечать, как Снуп меняется с каждым визитом, становясь все более счастливым и уверенным в себе. «Ты уже успел стать местной легендой», — улыбнулся Джеймс, обнимая его. «Ты такой хороший, и не каждый день можно встретить такого верного друга». Снуп, как будто понимая слова, подскочил к нему и потерся о ногу, надежно связывая их сердца еще крепче и даря Джеймсу безмерную радость привязанности. Внутри его сердца раздавался тихий восторг от того, что нашел дружбу среди людей, которых полюбил, и каждый новый день стал для него шансом стать частью чего-то большего. Пока следствие шло, Джеймс начал задавать себе вопрос, как он мог помочь Снупу быстрее. Он стал регулярно посещать приют, поддерживать сотрудников и вместе с ними собирать средства для дальнейшей помощи животным, нуждающимся в заботе. Мистер Джейк оставался недосягаем для всех, однако вскоре стало известно, что он сдался. Полиция арестовала его после очередного инцидента с жестокостью, зафиксированного на видеозаписях. Это было разумным шагом, который служил предостережением не только для него, но и для общества в целом. Поняв, что его действия были абсолютно неправомерными и что каждый животный заслуживает любви и заботы. На горизонте замаячила надежда, что справедливость восторжествует, и хотя Джеймс чувствовал себя несовершенным в своей роли спасителя, он знал, что каждое движение к лучшему обязательно воздастся. Теперь, когда Снуп обрел свою новую семью и оказался на свободе,
Он был готов начать все сначала. Лавиния, добрая и отзывчивая владелица, дарила ему невероятное счастье, и он быстро завоевал ее сердце своим обаянием и добротой. Они провели славные дни вместе, гуляя по паркам и отправляясь на новые приключения, а каждый миг любви, который они испытывали друг с другом, сделал их историю едва ли обычной. В дни, когда Снуп был с Лавинией, они вместе превратили каждое мгновение в праздник. С его постоянными проделками и умением поднимать настроение он не оставлял шансов скучать. Спустя несколько месяцев, когда зима уступила место весне, история Снупа стала свидетельством силы любви и изменений. Его жизнь, когда-то полная одиночества и печали, теперь обретала новые оттенки, благодаря теплоте новой семьи и работе, проводимой людьми, которые искали истинное счастье. Он стал символом надежды для других животных, оказавшихся в тяжелых условиях, находясь под защитой новых друзей, которые заботились о нем. Каждый день он узнавал, что такое настоящая любовь, и каждый миг был полон радости и ожидания новых моментов счастья. Снуп жил жизнью, о которой мечтал, и каждый день приносил ему радость, которую он никогда не считал возможной. Обновленные связи с Лавинией и Джеймсом создали новую семью, и они вместе помогали другим собакам, разделяя любовь и надежду на лучшее будущее. Этот тандем, объединившись, принес радость в жизни многих. Все они стали частью новой истории, способной вдохновлять других, которую они создавали вместе. В результате собаки теперь жили в домах, наполненных невидимой теплотой, и каждое утро для них было как новый шанс. Шанс на настоящую дружбу и взаимопонимание. Снуп, комфортно устроившись на лежанке в своей новой квартире, безмолвно благодарил судьбу за то, что ему подарила этот удивительный путь, который привел его туда, где он действительно был нужен, и знал, что так было не случайно. Пока ветер шептал за окном, Снуп знал, что мир полон надежды, и его будущая жизнь только начиналась, как будто это был лишь пролог к великой истории, которая только начиналась. И даже если трудности, которые он пережил, оставили легкий след, он был готов встречать каждый новый день с открытым сердцем и полной надеждой, зная, что его жизнь будет наполнена любовью и новыми возможностями.